Дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на серии интервью с женщинами-инженерами, сотрудниками компании Google. Меня зовут Светлана Анурова, я менеджер по связям с общественностью, и сегодня я побеседую с моей коллегой Юлией Власенко, специалистом по разработке программного обеспечения Google. Привет, Юля! Здравствуйте! Как дела? Все замечательно. Ну что ж, тогда поговорим о компьютерах и IT-технологиях. Расскажи, пожалуйста, как произошло твое первое знакомство с компьютерами? Первый мой компьютер дома появился, на самом деле, у мамы. У меня есть младший братик, и пока мама сидела дома с младшим братиком, она работала дома, и ей нужен был компьютер. Ну, я, естественно, тоже сразу получила доступ к нему, сразу появились какие-то игрушки, какие-то детские интересы. По тем временам это было достаточно редко, и это вызывало и зависть одноклассников. И, в общем-то, это было еще очень далеко от программирования, от IT-технологий, от всего, во что это в конце концов выросло, но компьютер появился, в общем-то, в возрасте где-то начальной школы. Вот. Понятно. А что мотивировало тебя потом продолжить и сделать компьютерные технологии своей профессией? Ну, там была достаточно интересная история. Мне всегда, во-первых, интересно было, я себе представляла такой технические специальности, какой-то такой техническую карьеру для себя видела в возрасте там, старших классов. И я выбрала факультет ВМК, хотя, в общем-то, изначально родители мотивировали меня, может быть, идти получать экономическое образование, что-то такое, но мне это было не очень интересно. И просто интересуясь математикой, я решила как-то так... Решила, что на этом факультете мне, по крайней мере, будет интересно. А дальше, будет ли это там какая-то математическая статистика, прикладные области математики или программирования, это уже, в общем-то, решалось уже достаточно сознательно во взрослом возрасте, где-то там на уровне там, второго курса, может быть. То есть это уже достаточно позднее решение, в общем, достаточно редко. В итоге, как мы видим, твоя судьба в профессии сложилась удачно, и теперь ты работаешь специалистом по разработке программного обеспечения в компании Google. Расскажи, пожалуйста, немножко о своей работе в компании. В Google все-таки необычная компания, и не везде такие условия, не везде такой образ жизни, не во всех этих компаниях инженеры вот так живут, как мы здесь в Google. Здесь очень много мелких приятностей. Во-первых, мы не соблюдаем дресс-код. У нас здесь достаточно свободные в этом смысле нравы. У нас есть еда, обеды прямо в офисе. У нас куча всяких мелких приятностей, офисные массажи и все прочее. Все, чтобы работа доставляла удовольствие, и чтобы маленькие перерывы, которые мы можем себе позволить, были, в общем-то, наиболее продуктивными. С точки зрения самой работы, мы делаем здесь разные вещи. Очень много интересных проектов в Google, обо всех, наверное, не знает почти никто. Но здесь, в Москве, у нас офис довольно небольшой, человек 50 инженеров всего. Проекты, связанные с Chrome, проекты, связанные с поиском. Достаточно разнородные. То есть можно найти на любой вкус. А были какие-то в твоей работе проекты, которые особенно тебя вдохновили или оставили самое яркое воспоминание? Ну, самые интересные проекты, пожалуй, у меня все-таки пока случились до Гугла, потому что до Гугла я работала в банке, и там приходилось делать достаточно интересные вещи, там с использованием алгоритмов ценообразования и всякие штуки, которые были нужны для того, чтобы обхитрить аналогичные штуки других банков. Достаточно интересно. То есть это требовало больше, наверное, изобретательности, больше творческого подхода, чем вот мой нынешний проект в Google. Но все еще впереди здесь, потому что здесь я работаю относительно недавно, это мой первый проект. Так что я думаю, что самые настоящие, самые интересные проекты, как говорится, еще все впереди. Конечно. А обычно людям, которые не так близко знакомы с IT-технологиями, очень сложно представить себе, да, из чего состоит работа специалистов по IT, потому что внешне это выглядит как просто люди, сидящие за компьютерами.
Можешь рассказать нам немножко, может быть, как проходит твой такой средний типичный рабочий день? Какие типы проектов или виды работ ты делаешь? Ну, все на самом деле достаточно обычно. Есть какие-то задачи, какие-то обсуждения, какие-то переговоры по почте, по видеоконференции, те же хэнгауты. Это занимает какую-то часть времени, может быть, треть всего рабочего времени в среднем. В какие-то дни больше, в какие-то дни меньше. Ну, значительная часть времени мы тратим, собственно, на написание кода. Другой важный момент, особенно строго соблюдаемый в Google, что ни строчка не будет запущена без того, чтобы кто-то другой посмотрел и согласился со своими решениями, с твоим видением. Так что вот примерно вот из этих занятий состоит, собственно, рабочий процесс. Насколько в твоей работе, поскольку Google компания международная и специалисты по IT-технологиям это такая главная движущая сила компании, как происходит твое общение с коллегами в других странах? Ну, во-первых, в Google обязательно совершенно хорошее знание английского языка, потому что, как в любой международной компании, английский язык – язык межнационального общения, и даже когда мы общаемся с нашими коллегами из Швейцарии, из Канады, там французской части Канады, все равно английский язык – это наше все, и это важно и нужно на уровне разговорного языка. Вот. С точки зрения технологической, сейчас, в общем-то, в 21 веке это все очень просто. У нас есть большие экраны, по которым мы проводим видеоконференции с полным эффектом присутствия. И на самом деле, когда этих митингов, таких вот конференций достаточно, этих митингов достаточно, мы, в общем, чувствуем почти одной командой, независимо от того, сколько между нами километров. Понятно. А если мы поговорим немножко шире о том, что происходит в IT и среди специалистов по разработке программного обеспечения, как тебе кажется, для тех школьников, которые только задумываются о своей дальнейшей карьере, которые, может быть, как ты когда-то только познакомились с компьютером благодаря своей маме, что бы ты, может быть, им рекомендовала? Как строить свою дальнейшую учебу или карьеру в этой сфере? Ну, самое важное, чтобы человеку было интересно работать с действительно сложными задачами. Когда возникает задача, которую непонятно, как решить, и непонятно, что с ней делать, должно возникать внутреннее чувство, желание как-то разбить эту задачу на маленькие, и вот из маленьких кусочков, каждый из которых более понятен, составить одно большое общее решение. Если перед вот этим процессом возникает некий страх и неприязнь, наверное, все-таки эта область не для вас. Но если человек любит вот так вот разбивать большую непонятную область на маленькие шаги и разбираться в них по очереди, это чем-то похоже на решение математических задач, хотя не совсем то, не совсем так. Ну, очень разные области IT бывают, и очень разные, на самом деле, и качества, и навыки там нужны. Но вот эта вот идея того, что нужно не бояться большого, сложного и непонятного, это, наверное, самое важное. Как тебе кажется, какими качествами должен обладать человек, чтобы стать специалистом по разработке программного обеспечения в Google? Ну, мне кажется, самое важное – это то, что называется технический склад ума, именно для инженеров. Технический склад, аналитический склад называют это дело по-разному, но, в общем, этих людей видно в школе. Это люди, которые любят математику, любят какую-то технику. В общем-то, здесь никаких секретов нет. Также из этих людей обычно и получаются инженеры. Понятно. Давайте спросим, есть ли у нас еще вопросы от наших слушателей. Гульнара, есть ли у нас вопросы? Добрый день всем. Меня зовут Гульнара Лостовецкая, я занимаюсь образовательными программами в России и странах СНГ. Вот сейчас я по вопросам, вопросы из аудитории поступают как бы следующего характера. Люди хотят присоединиться к видеовстрече. Вот. Ну, некоторое такое недопонимание, может быть, возникло. В этот раз мы никого не приглашаем вот, из аудитории внешней, но у вас есть у всех возможность задать вопрос сейчас в комментариях. Просто вот представьтесь им от вашего имени его
озвучим. Так что вопросов таких вот нет. Но у меня есть вопрос от учительской аудитории, скажем так, которая массово так представлена у нас в сообществе «Учимся с Google». Очень много учителей там общается. И, в принципе, вот, Юлия, вопрос, наверное, связан может быть, с учителями, с влиянием учителя на решение твое вот, стать программистом или вообще обратиться к точным наукам. Я знаю, например, мой муж конкретно, он математик-программист, ученый, и он всегда мне, ну и детям тоже вот нашим рассказывает о том, как сильно очень на него повлияла его учительница по математике, которая находила возможность всегда вот выбрать ребят, несколько было человек, но достаточно способным, которым было скучновато с обычными заданиями, она умудрялась вот всегда в течение занятий давать им какие-то дополнительные интересные задания. Вот был ли у тебя в жизни такой вот учитель или наставник, который повлиял на твое решение вот заниматься точными науками? У меня была совершенно замечательная учительница химии в старших классах, и она была одним из тех людей, который сразу заметил, говорит, у тебя очень, очень классные, очень технические мозги, и с этим нужно что-то делать. Она меня очень много таскала по олимпиадам, и я даже добилась успехов. Особенно конкретно химией не занимаясь и не увлекаясь, я не очень много делала сверхшкольной программы. Но вот именно ее вера в меня и в то, что я могу вот решать задачи, я могу добиться чего-то на олимпиадах, была очень важна. И в конце концов, когда встал вопрос, куда поступать в какой вуз, она, конечно, рекомендовала мне и Менделеевский, и, может быть, какой-то медицинский, но я к тому моменту примерно решила уже для себя по поводу ВМК и какой-то такой карьеры в программировании или в математике. И, в общем, мы с ней сошлись на том, что это правильный выбор, что технические мозги даром зря не пропадут, и что это, в общем-то, то, что нужно. Я ей очень благодарна за вот этот вот стимул, за эту веру и за правильное, наверное, понимание того, что мне нужно. Ну а как ты вообще, в принципе, считаешь, вот какова роль школьного учителя вот в формировании вот интереса изначального такого вот к какому-то конкретному направлению или предмету, скажем так? Это очень важная роль, может быть, очень правильный позитивный эффект от участия учителя в судьбе ученика. Хотя, если с учителями не повезло, наверное, это еще не конец, и человек может быть сам достаточно... Либо получить этот стимул от родителей, от окружения, откуда угодно. То есть хороший учитель очень важен, и если с учителем повезло, это очень важно, это очень хорошо. Но я знаю случаи, когда люди добивались не благодаря, а вопреки, скажем так, и это тоже нормально. Спасибо. Есть ли вопросы у нас какие-то от наших слушателей? Светлана, тебя плохо слышно. Вопросы у нас от наших слушателей. Хорошо, тогда, наверное, какой-то в завершении нашей встречи могла бы ты какой-то дать общий совет и, главное, куда смотреть и на что обращать внимание людям, которые планируют свою карьеру и думают о будущем, и тем, кто уже получил образование и озабочен скорее поисками работы и профессиональной карьеры? Ну, я бы сказала, самое важное – это иметь понимание того, что хочется и что нужно делать. То есть плыть по течению, ожидать, что работодатели сами придут или университеты сами решат, что вам делать, этого не бывает никогда. Наверное, бывает, то есть, наверное, какую-то средненькую карьеру, средненький результат какой-то получить можно, но в целом без собственной инициативы, без собственного участия успеха настоящего не бывает. Спасибо большое, Юля, за интересную беседу, за ответы на вопросы, и надеюсь, что твой пример вдохновит многих последовать по твоему пути. Спасибо всем и присоединяйтесь к нашим следующим встречам. Thank you and goodbye. Спасибо.